Итак, что же для человека ваты очень важно делать летом, как важно себя вести и как важно для ваты поддержать себя в летнюю погоду. То есть как можно использовать те принципы, которые описаны в аюрведе, которые я вам рассказывал, действительно в практике, в жизни. Ну, в первую очередь, лето относится к периоду, который в аюрведе называется гришма. Это значит сезон жары, сезон солнечного огня и сухости. Помните, что у ваты есть некоторые из этих качеств. В первую очередь сухость. Итак, в этот период доминирует пита-доша. Но вата тоже активно реагирует на то, что происходит вокруг вас и внутри вас. Особенно, если она является основной вашей дошей, то есть человек, у которого преобладает такая вата-конституция. Вата-доша, она состоит из воздуха и эфира. Ее основа – это сухость, легкость, подвижность, холодность и нестабильность. Соответственно, лето в классической аюрведе, особенно в ее поздней части, это также сухость, это также жарко, много жары, и это также обезвоживание. Кстати, если посмотреть на аюрведу именно практически, то такая погода может быть в любой момент. То есть утром вы можете встать, у вас может быть очень жарко, днем, то есть жарко, это как раз такое проявление жара, питы, сухости, днем вдруг пойдет дождь, соответственно, будет капха повышаться и так далее, и тогда для сухих людей легче переносить такой климат. А вечером, наоборот, разыграется сильный ветер, то есть вата еще больше увеличивается. Соответственно, людям вата-конституции, им легче жить в тепле и во влаге. То есть, когда человек вата-конституции находится в тепле, вот не стиль, когда жара, а именно теплышко. То есть, когда солнышко есть, когда есть водичка рядом. Для людей вата-конституции это всегда их стабилизирует. Конечно, каждый человек любит, может быть, кто-то любит не море, а речку или озеро, но смысл в том, что влажность и тепло улучшает, балансирует вату. Людям ваты легче живется летом, но когда не слишком жарко. Потому что также все зависит у ваты от сосудов, потому что часто у людей вата-конституции вегетососудистая система барахлит, потому что это внутренняя нестабильность. И в тепле все равно людям ваты становится легче. Это не значит, что в теплых странах нет людей ваты. То есть, допустим, я жил в Индии, и с первого курса мы работали в аюрведическом госпитале, там каждый день просто огромный поток, потому что госпиталь государственный, он бесплатный, и люди просто прямо идут за аюрведой, соответственно. И также много людей ваты, то есть люди всех конституций живут и в теплых странах в том числе. И, конечно же, что вата, она может очень сильно истощаться в этот период, поэтому очень часто, особенно у худых людей, в жару им не хочется есть. Помните, качество ваты – нестабильность. То есть это как раз, когда не хочется есть. И часто бывает, что у человека вата-конституция, вата даже обостряется, когда он особенно находится в жаре и сухости. К примеру, Дубай, многие переехали из России в Дубай. Если человек вата-конституция, он приезжает в жару и в сухость, то есть в пустыню, ему нелегко вообще. Как вата-доши могут ощущать себя летом? То есть такие как проявления на физическом теле. Это больше сухости может появляться, особенно кожи. Могут увеличиваться запоры. И у людей ваты часто летом именно бывают запоры, потому что сухость, то есть им нужно больше жидкости и маслянистости. А на физическом также плане могут проявляться больше головокружения, особенно летом, поэтому ватам нельзя перегреваться, они быстрее всего перегреваются. И нужно днем находиться вне солнца, то есть под шапкой, под зонтом, не знаю, допустим, на пляже, или вообще где-то в тени. Это самый лучший вариант для людей именно вата-конституции, они тогда легче просто все переносят. Также вата может увеличиваться, и поэтому человек может становиться быстрый в разговоре, чего-то, и он может быстро терять жидкость. Поэтому для людей ваты, то есть жидкости и электролиты быстро теряют, поэтому для людей ваты очень важно
жару пить воду, причем пить ее в теплом виде только, не холодное. Помните, что холод увеличивает качество ваты. Вот если вы в жару принимаете холодный душ, вы охлаждаетесь. А когда вы заливаете в себя холодную воду, то вы согреваетесь, потому что организму, чтобы переварить холодную воду, нужно ее в буквальном смысле согреть, то есть температура увеличивается. Соответственно, делайте только так, пейте в жару теплую воду, и тогда, ну и, конечно, в Индии, когда я жил, мы часто делали водичку с лимоном, с чуть-чуть солью, для того, чтобы не терялись электролиты, потому что в жару важно это не потерять. Летом для людей ваты нервная система может реагировать так, что больше проявляется утомляемости. В жару действительно у ваты появляется больше утомляемости, особенно если вы не накрываете свою голову. Раздражительности, тревожности и часто у людей вата конституции в жару увеличивается бессонница. Имейте это в виду. Что касается аппетита летом, может происходить снижение аппетита, потому что когда человек ваты перегревается, то все системы его также нарушаются. И также становится такая нестабильность, в том числе в аппетите. Он может то быть, то не быть. Вспомните, как вы переносили последнее лето, и если у вас вот такая нестабильность, это показатель того, что вата увеличилась. Ее нужно стабилизировать. Опять-таки простые вещи: промасливание, теплая пища, маслянистость, хорошие отношения и так далее. Психоэмоциональное состояние у человека, у которого увеличена вата, это в первую очередь ощущение разбросанности, то есть потому что когда нет энергии, сложно собрать мысли, собраться, не знаю, там, с волей что-то сделать, с энергией. Нетерпение в связи с этим может возникать. И также вспышки страха, потому что когда вата увеличивается, это может быть нестабильно, может быть просто периодически. На уровне тела летом вата может проявляться, тело становится слишком легким, если человек теряет жидкости и он худеет, к примеру, слишком легким, истощенным из-за этого. Помните, что возраст, к примеру, для ваты конституции это там, за 55, и очень часто люди с возрастом становятся сухие, истощенные. Это вот проявление ваты. Летом это часто может проявляться, если человек ваты очень много находится на солнце. Не знаю, наблюдали ли вы когда-нибудь за людьми, которые прям под солнцем работают. Я ничего не могу сказать в России, но вот я в Индии ездил на поля, где там собираются, выращиваются травы, и вот люди, которые работают под солнцем, то есть, да, индусы, они темные, а под солнцем кожа реально трескается, высушивается очень сильно тело. Ну, соответственно, за счет этого более истощенное становится, более слабое, более худое тело.